Зеленский сделал вечернее обращение, в каком-то смысле дублируется предыдущее высказывание. Он хочет провести, Россия говорит, хочет провести свой парад, а потом снова убивать наших людей. Мы не рекомендуем иностранным лидерам посещать Москву 9 мая. Да там вообще, по-моему, 2,5 человека. Нет, там был какой-то список, да, по-моему, кто-то, вот они все приедут. Президент Украины ответил на предложение Путина о перемирии на 9 мая. Есть цитата, ну, в смысле перевод, а Зеленский сам выступает, говорит. Но он иногда выступает и обращается к своим людям достаточно регулярно, практически каждый вечер. Украина предлагала России, ну, гнилостный Запад в каком-то смысле. Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары. Ну, я напомню, что удары первые были со стороны Украины, но я уже объяснял. Они как бы стрелять перестали 5-го, но 6-го все еще плюхалось. Ну, вот как я правильно понял, опять же, тут, конечно, надо по минутам сопоставлять, но мне показалось, что именно было так. Это такая была провокация дурака. То есть, а дурак тут же отреагировал. И в результате попался сразу в ловушку, то есть официально 6-го запуск и попадание только за Россией. Вот, похоже, это факт. То есть, ну, и такая провокация, но еще раз, да, провокация достаточно, ну, на слабо, что ли, да, то есть, вот то, что действует на совсем убогих, недоразвитых, слабоумных, там, ну, людей с отстающим развитием, ну, то есть, военнослужащих, у которых, ну, по идее, должны быть, да, стратег должен быть, тактик, там, да, какой-то исполнитель, командование должно обладать, ну, некоторым серым веществом, пусть даже не очень серым, но хоть каким-то веществом. Вот, и такое впечатление, что не обладает, потому что это был очень важный момент, и, то есть надо тут же автоматически ответить, да еще ударить там по учреждению, чуть ли не детскому, там, по-моему, по детскому ударили. Ну, это просто, ну, это попасться на провокацию, и все, теперь Зеленский совершенно обоснованно заявляет, что был нарушен, да, именно. Да, тонкую грань они где-то, да, были в районе 0 часов, там какая-то стрельба была. Ну, да, была, и что, ну, доказывайте, они 6-го не стреляли первые, это важный факт. Ну, похоже так. Они хотят, еще раз, то есть это, в принципе, обоснованное высказывание, но оно зиждется на тупости противника. Так что вот я вот просто удивляюсь. Они хотят от Украины разрешения провести свой парад. Ну вот я считаю, что вот здесь была такая игра, да, что называется, на политической доске, которую, ну вот, противник Зеленского продул. То есть это был такой грамотный гамбит. Отдали пешку. Дебилой-то, с другой стороны, таким образом выражаясь, да, какой-то командир какой-то отделения, он потерял ферзя, по сути. Ну, то есть, очень серьезную какую-то фигуру. Ну, там, не ферзя, пусть слона там и так далее. Ну, вот, ну, так мне это нарисовалось, впрочем, можете поспорить. Они хотят от Украины, теперь он имеет право совершенно законно утверждать, что не захотели, сами прервали. Они хотят от Украины разрешение провести свой парад, чтобы выйти на площадь безопасно один раз в год. Да, ну, выглядит как развлечение, то есть, дайте нам поразвлекаться, то есть, такие элитские подходы. Да, ну, как пример, вот как в России иногда говорят народу, там, ну, как-то пандемия началась, есть стабилизационный фонд, там, да, помощь населению должна быть. Нет, давайте вы сами как-то дома уединитесь, там, сами пожуйте, да. Ну, вот, то есть, обычно люди так возмущаются в России. А вот Зеленский, он примерно так же, он говорит, вот я тоже возмущаюсь, но только люди возмущаются, у них и из возмущения только пара гнилых зубов, а у Зеленского примерно каждую ночь пара сотен летающих взрывчатых аппаратов. Да, то есть его возмущение, оно просто заметнее, я вот к чему веду. Так-то возмущение абсолютно точно такое же, как у населения Российской Федерации. Им населению все время говорят, ну да отвалите нафиг. Выключили вам интернет, все-таки ропчут. Ну ропщите, как у Высоцкого, да, мы первые стояли, а те, кто сзади нас, уже едят, там, Ротенберги вообще, по-моему, скоро в зубы одни превратятся, жрут и жрут просто за весь народ, да, народ ропщет. Но он ропщет огрызками своими, скрипит зубами. Да? Еще раз, я не против народа, мне нравится, что он ропщет, потому что нельзя соглашаться с несправедливостью. И Зеленский тоже ропщет, да? Он тоже такой же, как и народ России, но только у него каждую ночь пара сотен. Вот по небу летит, еще раз, да, вот они летят над нашей зоной, голуби. Значит, взрывчатые. Русские уже, слушайте, а мы же сглазили, когда вот это про голубей заряженных говорили, про комаров. Слушайте, мне кажется, идею подкинули. Слушайте, мне только сейчас осенило. У них же даже вот эти дроны, они похожи на каких-то летающих клопов там. Мне кажется, слово материально. Говорят, у них летающие комары. О, точно, слушайте. Короче, вот этого, который про летающих комаров, вот эта рожа такая у него круглая. Его еще зовут, по-моему, Круглый, да? Извините, ирония из брата. Может быть, его к ответу, мне кажется, он подсказку дал. Вот и указкой прямо, ему по подсказке. Вот мне кажется, надо разобраться с этим делом. Русские уже говорят об ударах после 9 мая, но если все шутки в сторону, то серьезное обращение. Ну как серьезно? То есть, ну, люди, будьте осторожны, потому что все эти летающие комарики, они шандарахают так, что вам не горюй, там и шарики вылететь могут, и, так сказать, из головы, незапланированно. Странная и точно неадекватная логика российского руководства. У нас есть обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание, говорит.
Он бы им сказал, слушайте, там на Мусфильмской хорошая квартира освободилась, так сказать, там побудьте. Там, если бы Зеленский был юмористом, а он президент, ему нельзя. Вот я могу иногда организировать, понимаете, вот ему хуже, понимаете, насколько зависимый. Я поэтому ими брезгую, всеми этими президентами. Стоит и все, серьезно. Тут же можно просто шутить, не останавливаясь. На Мусфильмовской освободилась квартира. Товарищи руководители стран, которые едут, там до Красной площади 9 километров. Сымайте жилье, понимаете, тут же на таксо. Там по дороге, правда, вас затащат в квартиру, обычно друзья из ближнего зарубежья, которых завозят по миллиону в месяц в Россию, они иногда по дороге, если вы очень симпатичный, глава какого-нибудь государства, хорошо помытый и недурно пахнущий, да еще в шелках, может затащить. Но не пугайтесь, ненадолго, а потом, возможно, отпустит. Отсидит 3,5 года, вернется и как раз, возможно, к следующему параду тоже вас еще раз отвезет. Вот, ну едем дальше. Страна и точно неадекватная логика российского руководства, странная и точно неадекватная логика российского руководства, также дальше он говорит. У нас, видите, я с ним совершенно не согласен, много с чем готов поспорить. У нас есть обращение от некоторых государств, близких, так вот, значит, страны, говорит, желание в эти дни, мы не рекомендуем. Он говорит, мы вам, говорит, не рекомендуем. То есть он по-хорошему, он просто так, это, значит, разгоняет. Он как пастух такой, ему надо, знаете, выходить с плеткой такой, специально, воздушный. Так, разогнал немножко дроны, так. Слушайте, знаете, это фильм был когда-то «Повелительница драконов». Он должен так разговаривать, или как у Задорнова было, да, то есть ему надо вообще обращение делать через щель в танке, так. Подъехать, говорит, к самому, да, лотку, где картошку продают, и спросить, почем, вот. Сколько? Значит, килограмма или все ведро? Вот примерно так ему надо разговаривать через щель. Ну, еще раз, да, ну это если бы был юмор. Здесь юмора нет, здесь политика. Я политику не воспринимаю, она у меня тут же в юмор превращается, как когда-то было у Зеленского. Но он стал политиком, ну, значит, мы будем занимать его прежние должности. Где-то говорить об этом несерьезно, но напоминаю друг другу, что все это не шутки, пострадавших огромное количество, гибнут люди. Поэтому люди, ну, просто будьте осторожны. Поорать про патриотизм лучше слегка отойдя от того места, где пролетает. Вот, да, ну а если есть люди, которые, да, там, ну, тяжело отойти, материально примерно все в России тяжело отойти, отойдите пешком, не надо на люксовом автомобиле. На люксовом автомобиле отъедут те, которые самые патриотичные, с Северного Кавказа. Вот, вы на них ориентируйтесь, они всегда бегут в нужное направление, особенно от границы. Вы сразу раз и за ними, все. Там, скорее всего, потише, вот так. Вот, они для того и существуют, они вообще гроза ТикТока, говорят, не знаю, не видел. Но они всегда дают правильный вектор, направление. Направление движения для мирного населения. То есть увидели спина, форма, значит, форма спины с погонами. Вот, и Северный Кавказ, значит, вот за ними бегите, значит, к линии фронта точно не прибегите. Вот так, бегите правильно, за правильными, так сказать, маяками. Вот, ну, сказал бы я со своей стороны, как скажете вы, комментарии в помощь, и увидимся, берегите себя.